Это Меконг, река, дающая жизнь полуострову Индокитай. Беря начало на отдаленном тибетском плато, она тянется более 400 тысяч километров, пересекая такие территории, как Китай, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам. На своем пути он поддерживает богатые экосистемы, снабжает миллионы людей и формирует целые культуры. Но наше внимание сосредоточено на китайской части этого гиганта. Что делает его таким уникальным? Одним из самых поразительных факторов является впечатляющее количество плотин и гидроэлектростанций, построенных вдоль ее русла. На этой карте показано величие этой системы, при этом Джан и Нуохаду выделяются как крупнейшие, с колоссальной емкостью водохранилищ, намного превышающей другие. Для Китая эти структуры имеют стратегическое значение, обеспечивая энергоснабжение, контролируя наводнения и гарантируя водные ресурсы. Но у этой истории есть и другая сторона. С увеличением числа гидроэлектростанций ученые начали бить тревогу. Сейчас их предупреждения более актуальны, чем когда-либо. Китайские плотины, особенно Сианьская, резко меняют течение Меконга, влияя на жизни миллионов людей, которые зависят от него. Но как это происходит и каковы могут быть последствия такого контроля над водами? Давайте рассмотрим это поближе. Давайте поближе познакомимся с плотиной Чжань. Это монументальное сооружение в виде арки расположено в провинции Юньнань, как раз в этом месте. Она была построена в период с 2002 по 2010 год с инвестициями в размере 3,9 миллиарда долларов, что привело к поистине колоссальной работе. При впечатляющей высоте в 293 метра плотина Чжан входит в пятерку самых высоких плотин на планете. И, как вы можете себе представить, его емкость для хранения воды огромна. Водохранилище плотины вмещает до 15 триллионов литров воды, обеспечивая стабильное водоснабжение провинции Юньнань. Более того, если рассматривать ее вместе с другими плотинами в верховьях Меконга, установленная мощность по выработке электроэнергии достигает 420 мегаватт, что позволяет производить около 19 ТВЧ в год. Чтобы получить представление о влиянии такого объема энергии, подсчитано, что работа гидроэлектростанции способствует экономии около 69 миллионов тонн угля в год, предотвращая выброс в атмосферу 13 миллионов тонн углекислого газа. Сельское хозяйство, расположенное на крайнем юго-западе Китая, является его основным видом экономической деятельности, что обусловлено благоприятными климатическими условиями. Этот регион является одним из самых жарких в стране. Средняя температура пыльцы составляет около 24 Цельсия. Благоприятный климат позволяет выращивать такие сельскохозяйственные продукты, как чай, кофе, сахарный тростник, табак и рис, которые собирают до 3 раз в год. На севере провинции кукуруза является важной сельскохозяйственной культурой. В целом сельскохозяйственное производство в регионе обширно. Например, в 2020 году площадь, отведенная под посев зерновых, составила 4 миллиона гектаров, что составляет 19% от общего объема производства. Уровень воды в водохранилищах плотины меняется в зависимости от контролируемого сброса, но на той стороне, где расположены водохранилища Мкамбе, как правило, остается на уровне, который считается достаточным для обеспечения хорошего урожая. Однако эта стабильность применима только к районам, прилегающим к плотинам.
Для тех, кто живет ниже по течению, ситуация совершенно иная. В случае с Меконгом, одной из крупнейших рек в мире, последствия являются глубокими, а иногда и катастрофическими, оказывая влияние даже на климат. Яркий пример произошел в 2010 году, вскоре после того, как начала функционировать плотина Сяовэнь. В том же году появились сообщения о том, что это сооружение снижает уровень воды в реке Меконг. Так совпало, что сильная засуха поразила 4 страны Юго-Восточной Азии – Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и Лаос. Около 65 миллионов человек, для которых Меконг был источником средств к существованию и продовольствия, оказались в опасности. В 2016 году Камбоджа столкнулась с острой нехваткой воды в 18 из 25 провинций, что серьезно затронуло тысячи сельских семей. В том же году в Таиланде из-за сильной жары погиб 21 человек, а во Вьетнаме около 2 миллионов человек страдали от нехватки питьевой воды. Кроме того, сокращение объема реки привело к проникновению соленых вод в дельту Меконга, что привело к уничтожению 10% посевов риса в стране. Столкнувшись с этими разрушительными последствиями, пострадавшие страны обвинили Китай. В ответ на обвинение китайское правительство отрицало, что его плотины оказали столь значительное воздействие на страны, расположенные ниже по течению. По словам властей, сильная засуха была вызвана суровыми погодными условиями, а не задержкой воды в плотинах. Со временем споры утихли, но вопрос остался: есть ли хоть доля правды в утверждениях Китая? Благодаря технологическому прогрессу стало проще следить за состоянием реки Меконг. В период с 2019 по 2021 год отсутствие осадков на самом деле было основной причиной засухи и низкого стока воды в странах, расположенных ниже по течению. Однако проблема усугублялась плотинами, которые накапливали колоссальные объемы воды, что еще больше усугубляло ситуацию в регионах, уже пострадавших от засухи. Засуха. В то время как страны, расположенные ниже по течению, страдали от нехватки воды, плотины Шавин и Ной-Ахаду удерживали более 50% активного объема Меконга. В 2020 году, который считается самым засушливым за всю историю наблюдений, эти плотины можно было бы использовать для смягчения последствий засухи во время сезона дождей, обеспечивая водой нуждающиеся страны. Однако этого не произошло. Китай продолжал удерживать водохранилища, отдавая приоритет своим собственным потребностям, а не потребностям соседних стран. То, что вы сейчас увидите, вызывает тревогу. В 2019 году Вашингтонский центр Стэмсона опубликовал шокирующие сообщения о том, что китайские плотины были напрямую связаны с сильной засухой, поразившей 4 страны Юго-Восточной Азии. Эти выводы были не просто предположениями, а скорее основаны на спутниковых снимках, предоставленных компанией Eyes on Earth, которая использовала их для мониторинга изменения климата в регионе. И что именно показали эти снимки? Есть кое-что чрезвычайно тревожное. Фотографии, сделанные из космоса, ясно показывают, как в последние годы усиливались засухи и как они опустошали бассейн Нижнего Меконга. На инфракрасном снимке, сделанном в 2015 году, видно критическое состояние нижнего течения реки, в то время как в Китае, расположенном выше по течению, уровень воды сохранялся стабильным и неизменным. На другом снимке, сделанном в 2017 году,
Видно, как муссоны были сосредоточены на границе между Таиландом и Лаосом. В 2019 году новая запись показывает нечто еще более тревожное. Окрестности Меконга полностью высохли, а уровень воды в реках резко сократился. Это произошло из-за того, что муссоны, которые необходимы для снабжения региона, не приносили достаточного количества осадков из-за сильной засухи. В результате уровень Меконга достиг самой низкой отметки за столетие. Но отсутствие дождей было не единственной проблемой. Удержание огромных объемов воды китайскими плотинами еще больше усугубило ситуацию. В пострадавших странах многие урожаи не были собраны, и беспокойство о будущем Меконга стало настолько сильным, что местные власти объявили чрезвычайное положение. В дополнение к сельскохозяйственному кризису резко сократились рыбные запасы. Это сокрушительный удар для миллионов людей, поскольку рыба является основным источником белка для многих азиатских сообществ. Итак, каковы неизбежные выводы? Во-первых, есть конкретные доказательства того, что китайские плотины непосредственно повлияли на климат и водный режим региона. В 2019 году, когда низовья Меконга столкнулись с катастрофической засухой, Китай, что любопытно, зафиксировал увеличение количества осадков и таяние снега в своих горах. Еще более удивительной была реакция комиссии по реке Меконг, которая теоретически должна была бы заботиться о здоровье реки и благополучии людей, которые от нее зависят. Вместо того, чтобы предпринять решительные действия, комиссия поставила под сомнение достоверность изображений глаз на спутниковых снимках Земли, тех самых, которые мы представили ранее. По мнению комиссии, необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем делать окончательные выводы. Учитывая все это, вопрос остается открытым. Как можно игнорировать нечто настолько очевидное? Реакция Китая и комиссии по Меконгу кажется по меньшей мере странной. Ну хотя бы потому, что другие страны также проводят исследования взаимосвязи между плотинами и засухами и получают их результаты. Да, это происходило во время засухи. Маловероятно, что изменение климата могло так сильно повлиять на реку, но сброс воды определенно мог. В результате различные виды деревьев, адаптировавшиеся к сезонным наводнениям и растущие в русле реки, гибли в большом количестве. Может показаться, что вода полезна для деревьев, но это не так. Да, эти деревья и кустарники приспособлены к тому, чтобы находиться под водой несколько месяцев в году. Однако в середине сухого сезона уровень воды обычно значительно падает, обнажая корни деревьев и позволяя им выжить. Кроме того, низкий уровень воды дает возможность молодым саженцам укорениться, например, обвиваясь корнями вокруг камней. Короче говоря, когда воды слишком много и она остается на таком уровне слишком долго, это нарушает жизненный цикл деревьев, и они просто погибают. Мы считаем, что нет необходимости вдаваться в подробности о том, как чрезмерное и несвоевременное затопление лесов имеет масштабные экологические и социальные последствия. Давайте просто внесем ясность. Это негативно сказывается на большом количестве рыб, птиц и других водных животных, для которых леса являются пищей и средой обитания. Китай, безусловно, знает об этом, но по какой-то причине игнорирует. Но давайте вернемся к тому факту, что река Меконг на самом деле протекает через несколько стран. Не только китайские плотины и не только Китай усугубляют ситуацию. Лаос, одна из беднейших стран региона, становится ведущим источником гидроэлектроэнергии в Юго-Восточной Азии.
Это связано с тем, что страна инвестировала значительные средства в строительство гидроэлектростанций. По состоянию на 2016 год на притоках Меконга действовало более 60 плотин, еще больше находилось на стадии планирования. 2 из них возводились непосредственно на главном русле реки. Самой важной из этих плотин является Шаябури, которая была предметом ожесточенных споров и экологических проблем. Местные власти опасались, что строительство нарушит миграцию рыб и нанесет ущерб речным местообитаниям. Чтобы свести к минимуму последствия, тайская компания Saka Power заявила, что инвестировала более $600 миллионов в меры по смягчению последствий, такие как рыбоходные лестницы и ворота для прохода донных отложений. Однако принятые решения не убедили экспертов. Вскоре после того, как плотина была введена в эксплуатацию, Меконг начал приобретать необычный синий цвет, что является тревожным признаком. Это явление, называемое голодной водой, возникает, когда отложения, удерживаемые плотинами, не позволяют реке переносить свои естественные питательные вещества, необходимые для плодородия бассейна. В результате усиливается размыв берегов, что наносит ущерб окружающей среде и местному сельскому хозяйству. Случай с Шаоруи отражает более масштабную проблему. В 2010-х годах в бассейне Меконга наблюдался стремительный рост строительства гидроэлектростанций, чему способствовало финансирование из Китая и других стран. Истина всегда была одной и той же. Гидроэнергетика – это экологически чистая и устойчивая альтернатива. На самом деле, в отличие от электростанций, работающих на угле, гидроэлектростанции не выделяют загрязняющих газов. Однако за этим утверждением скрывается противоречивая сторона. Многие эксперты отвергают гидроэнергетику как ложный источник экологически чистой энергии, поскольку ее воздействие на экосистемы и сообщества огромно. Задержка воды резко изменяет течение рек, сокращая рыбные запасы и нанося ущерб миллионам людей, которые зависят от рыболовства и сельского хозяйства. Столкнувшись с этой дилеммой, остается открытым вопрос: что следует предпринять? Некоторые страны уже начали переосмысливать свои проекты. Камбоджа, например, пересмотрела вопрос о строительстве новых плотин из-за экологических проблем. Лаос, с другой стороны, идет по противоположному пути, расширяя свою гидроэнергетическую инфраструктуру без признаков замедления темпов роста. Без консенсуса между странами бассейна Меконга водный кризис будет продолжаться, но это проблема не только Азии. В Африке разворачивается аналогичный сценарий. Эфиопия ведет ожесточенный спор с Египтом по поводу строительства массивной плотины «Ренессанс» на Голубом Ниле. В последние годы этот проект стал причиной напряженности в отношениях между двумя странами. Египет в значительной степени зависит от Нила как источника средств к существованию и рассматривает эфиопскую плотину как прямую угрозу своему водоснабжению. Конфликт похож на тот, что произошел на Меконге, но на этот раз плотину строит Эфиопия. Правительство Эфиопии утверждает, что гидроэлектростанция будет иметь важное значение для развития страны, обеспечивая электроэнергией миллионы людей, которые в настоящее время живут без доступа к энергии. Кроме того, Эфиопия намерена экспортировать часть электроэнергии в соседние страны, такие как Судан, Южный Судан, Кения, Джибути и Эритрея. Однако Египет рассматривает плотину не как преимущество, а скорее как серьезную угрозу.
Египетские официальные лица предупреждают, что сокращение стока Нила всего на 2% может привести к потере более 80 тысяч га орошаемых земель, что нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Поскольку Нил является основным источником продовольствия и электроэнергии для большинства населения Египта, любое изменение его стока может иметь разрушительные последствия. Спор между Египтом и Эфиопией остается нерешенным. Было предпринято несколько дипломатических попыток договориться о заполнении водохранилища Плотины, но безуспешно. Эфиопия настаивает на том, что у нее есть суверенное право использовать свои воды, в то время как Египет настаивает на более сбалансированном использовании реки. Будь то Меконг или Нил, дилемма всегда одна и та же – развитие энергетики или экологическая устойчивость. До тех пор, пока страны не найдут золотую середину в справедливом управлении этими ресурсами, миллионы людей будут продолжать страдать от последствий.